старушка милая жила приятно и немного блудно. Вольтеру первый друг была, наказ писала, флот и жгла и умерла, садясь на судно. Это, кстати, написал наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин о смерти Екатерины II Великой. Давайте мы хотя бы сегодня не будем вспоминать про ее коня и про то, как она умерла. Я же не буду в каждом видео говорить, что она скончалась в уборной, правда? Все ложь и клевета. И Пушкину-то, собственно говоря, откуда знать. Давайте о хорошем, ведь что-то интересненькое добыло в ее правлении. Конечно, было, ведь рациональная, начитанная, образованная немка со своей педантичностью, присущей ее национальности, стремилась не только качественно управлять варварской Россией, но и познать ее. Пожалуй, время ее правления можно действительно назвать просвещенным, ведь сам Ломоносов как-то сказал: «Матушка, произведи меня в немцы», очевидно отмечая немецкую рациональность и педантичность в делах. Но Екатерина Великая показала себя не только покровительницей наук. Вы только вдумайтесь, она предложила новый дизайн спальни, который стал модным в Петербурге. Далее цитата из письма Екатерины II Великой к тому самому Гриму, одному из братьев. «Я, так сказать, развратила не одно царское село. Вы никак не узнаете моей спальни, и здесь, в городе, я нашла способ устраивать спальни так, что это даже не может прийти в голову. У меня была ниша, а теперь ее нет. Кровать моя против окон, но чтобы дневной свет не мешал глазам, против окон же стоит зеркало у самых ножек кровати, а под ним диван, почти такой же высоты, как кровать. С обоих боков кровати у меня мягкие скамеечки, они составляют окружение алькова. Это восхитительно! Такое изобретение вашей покорной услужницы распространяется по всем петербургским домам. Кроме того, у моей кровати нет балдахина, а только одни занавески». Были и другие нововведения в области современного дизайна. Фрейлина Головина с восхищением пишет: «Мы ужинали за особым столом. Тарелки опускались по особому шнурку, прикрепленному к столу, а под тарелками лежала грифельная доска, на которой писали название того кушания, которое желали получить. Затем дергали за шнурок, и через некоторое время тарелка возвращалась с требуемым блюдом». Это ли не потрясающе? Ну, конечно же, стоит сказать ради исторической справедливости, что матерь земель русских Екатерина II занималась не только устройством собственной спальни. Она утверждала архитектурный облик Петербурга, что, я думаю, удалось. Петр I, конечно, перевернулся бы в своем гробу, узнав, как Екатерина заканчивала некоторые из своих писем. Из бывшего утиного гнезда, ныне Санкт-Петербурга, и еще немного о будках и петушках. Спорим, вы не знали, что Россия до Петра I была самой толерантной к однополой любви страной в Европе. Да, у нас любители однополой любви не преследовали по закону аж до товарища Сталина, а церковь равняла подобный порок с блудом и наказывала соответственно. Без перегибов, сожжений и четвертований. Но вот в армии Петр голубой любви не допускал, страдала дисциплина, а нарушителей дисциплины наказывали розгами и заключением. Так вот, очередным подвигом прагматичной немки стала отмена порки. Екатерина считала, что заключения вполне достаточно. Просвещенное было время, теперь вы знаете, как отвечать европейцам на их обвинения в нетолерантности. Российская империя весьма терпимая и просвещенная страна, и до революции 1917 года еще и самая малопьющая из всех. Екатерина всегда думала о социальной пользе, и чтобы исключить голод на землях, лежащих в области рискованного земледелия, она прививала населению любовь к картошечке. Начатая еще Петром I картофельная реформа была продолжена Екатериной II. 31 мая 1765 года выходит указ о разведении земляных яблок, называемых пататес, за что и большое человеческое спасибо. Все говорят, что я предвзято отношусь к Екатерине II. Это вздор и инсинуации. Я, как историк серьезный, не могу себе позволить передергивать факты. Этим у нас занимаются иные ведомства. А что по этому поводу думаете вы? Обязательно пишите комментарии и ставьте ваши царские лайки этой без сомнения интереснейшей статье. С вами канал Великолепная История. Пока!